Это мой Бусти, и на 100 подписчиков я сделаю пересказ хентая, так что бегом подписываться, ссылка в закрепленном комментарии. Мальчик-сирота перевоплощается в сына дворянина. Позже он узнает, что его смерть была ошибкой, и поэтому боги сделали его имбой, наделив его божественными силами и сделав все его статусы максимальными. Шиина — молодой парень, идущий ночью в магазин. Он потерял всех своих родственников и в настоящее время живет один. Однако, подойдя к магазину, он замечает, что из него выбегают люди и две девушки, которые сталкиваются с ним. Девушки лежат на земле, и Шиина замечает, что происходит. Сумасшедший преступник с ножом размахивает им перед всеми и обещает убить их. Сначала он пытается убежать, говоря девушкам, чтобы они тоже бежали, но замечает, что девушки боятся пошевелиться. В этот момент он понимает, что должен проявить свою истинную храбрость. Он бросается на сумасшедшего и валит его на землю. Он велит девушкам, чтобы они поскорее уходили, пока не замечает, что из-за его невезения преступник мгновенно зарезал его прямо у них на глазах. Девушки бросаются его осматривать, но уже слишком поздно. Шиина уже на последнем издыхании. Девушки не могут поверить своим глазам и начинают плакать. Но Шиина рад, что ему удалось спасти их, несмотря на то, что после этого он оставил их плакать. И внезапно просыпается в шикарной спальне, лежащем на кровати. Он думает, что выжил и находится в частной больнице. Но когда он оглядывается вокруг, то видит горничную и случайную женщину. Служанка начинает плакать, называя его господином Кайном, а другая женщина сразу же его обнимает, спрашивая, узнает ли он свою мать. Они рады, что с ним все в порядке, но он все еще не понимает, какого черта они всегда называют его Кайном. Шиина не знает, что происходит, кто эти женщины, а главное, кто тот парень, который отражается в зеркале. Как и ожидалось, он начинает психовать. Где он? Кто этот парень? Кто эти люди? Успокоившись, он начинает понимать, что это его тело, а женщины объясняют, что он спал целую неделю после того, как был прикован к постели из-за лихорадки. Они уходят, чтобы приготовить ему еду, и Шиина, глядя в зеркало, понимает, что происходит. Он понимает, что теперь он Кайн, сын знатного человека, и что еще важнее, он живет мечтой. Он реинкарнировался в другом мире. Он расстроен этим открытием. Он хотел поймать того преступника, но получил ножевое ранение и умер. Но не вся надежда потеряна внутри его. Он на самом деле хотел, чтобы однажды он перевоплотился в другом мире. Поэтому он собирается воспользоваться возможностью и сделать то, что он всегда хотел. И самое главное, он узнал размер своего члена. О, такой! Он попадает в неловкий момент из-за Сильвии, которая заставляет его смутиться еще больше. Сильвия пытается ввести его в курс дела, что происходило с тех пор, как он впал в кому. Он узнает, что родился в знатной семье, которая управляет территорией Грации, и что он третий сын семьи Сильфордов, Каин. По мебели вокруг него и особняку, в котором он находится, он также понимает, что его семья очень богатая, в основном потому, что у него есть два брата, одна сестра и одна мачеха. Это дает ему огромную возможность для создания собственного гарема. Но ему хочется выйти на улицу и посмотреть, что происходит, и он спрашивает Сильвию, когда он сможет выйти на улицу. Она объясняет все про территории, лес с монстрами, авантюристов и все прочее. Он радуется тому, что умер в своей прошлой жизни. Сильвия говорит ему, что он может стать волшебником, когда вырастет, и избавиться от монстров. Он так взволнован, что хочет немедленно попробовать волшебство. Но Сильвия говорит ему, что люди могут использовать магию только после того, как им исполнится 5 лет. Поэтому ему нужно подождать еще 2 года. Когда ему исполнится 5 лет, он должен пойти в храм и получить благословение от Бога, чтобы наконец-то использовать магию. Но у него слишком огромное желание, чтобы ждать 2 года, чтобы попробовать магию. Он хочет заниматься магией прямо сейчас, поэтому он хочет найти способ, как это сделать. Итак, сначала он должен научиться основам, например, писать и считать. Это простая задача для него, ведь он был старшеклассником. Его родители начинают думать, что это странно, потому что он сильно изменился с момента пробуждения. Он сходит с ума, но объясняет, что просто делал все возможное, чтобы научиться. И тогда его отец говорит, что поскольку он третий сын, он буквально обречен, что у него нет никаких прав, когда дело доходит до семейной реликвии. Каин пользуется этой возможностью, чтобы затем попросить
носить книги о магии и мире. Его сестре это не нравится, потому что он не сможет использовать магию, но он использует магию незаметно для окружающих. Его сестра почти поймала его за магией, но, к счастью, она ничего не заметила. Но тем не менее, он не может ослабить бдительность, потому что у нее есть комплекс любви к младшему брату. Она учит его миру, истории и магии. Она рассказывает, что их королевство было создано случайным парнем, имя которого тоже было японское. Она рассказывает обо всех расах, эльфах, гномах, зверолюдах. Он буквально живет мечтой. Проходит 2 года, и вот, когда ему уже 5 лет, настал день, когда он посетит храм, чтобы получить благословение. Он встречается с отцом и матерью, а также со своей старшей сестрой, которая крепко обнимает его за то, что он такой милый. Все они выходят из дома и садятся в карету, чтобы отправиться в путь. Каин счастлив, что наконец-то увидит свой магический статус и выйдет наружу. Он спрашивает сестру, как выглядит экран состояния, и она показывает ему его. Он внимательно смотрит на ее профиль и видит ее магический уровень. Он видит ее статус, одержимый им. Она смущается, но он отвлекается на ее уровне магии, ведь у нее по 2 на каждый. Его отец рассказывает ему еще больше об уровнях магии. Они даются по благословению Бога, и их диапазон от 1 до 5. Вскоре они достигают храма. Они входят внутрь, и начинается ритуал. Священник произносит заклинание, а Каин с нетерпением ждет, когда ему откроет его магический статус. Внезапно он слышит чей-то смех и видит яркий свет за статуями богов. В следующую секунду он открывает глаза и понимает, что находится в мире богов. Один за другим появляются многие другие богоподобные люди. Они рады, что Каину наконец-то исполнилось 5 лет, потому что с тех пор, как они ждали его, прошла целая вечность. Они называют его настоящим именем Шиина. Они представляются ему и объясняют, как он оказался в этом мире. По сути, это еще один случай, когда произошла ошибка. Он не должен был умереть. Маньяк собирался споткнуться во время бега, а затем быть арестованным. Но Шиина решил стать героем и пошел на это. Поэтому он умер абсолютно без причины. Боги решили, что он был хорошим парнем, и решили реинкарнировать его в этом мире. Они собирались запечатать его воспоминания, чтобы избежать травм от смены подгузников и прочего. Но в конце концов он каким-то образом пробудил их. Каин до сих пор благодарит их за то, что они дали ему возможность сохранить свои воспоминания. У него не было родственников в его первоначальном мире, и вспоминание об этом заставляет его ценить свою семью еще больше. Каждый из богов становится ближе к нему, давая ему свое благословение и обещая встретиться с ним снова. По возвращению в храм все говорят о свете и о том, что он, возможно, благословлен всеми богами. Его отец в восторге и просит его показать окно состояния, но Каин понимает, что что-то не так, ведь бог творения сказал, что у него есть небольшой подарок для него. Это подозрение заставляет Каина притвориться, что он болен, и он убегает из этого места, чтобы спрятаться и посмотреть свою статистику. И к своему шоку он оказался прав. Все его показатели максимальны, и когда я говорю все максимальные, я не имею в виду 5-й уровень. Они все 10-го уровня. Он уже S-ранга, несмотря на то, что ему 5 лет. Но, к счастью, тот старый бог имел немного здравого смысла, и он дал ему магическое заклинание, которое позволяет ему подделать цифры в окне статуса. Позже, во время ужина, отец просит его показать окно статуса. Он притворяется, что все нормально, ранг С, все благословения богов между 1-м и 3-м уровнем, что уже слишком мощно для 5-летнего ребенка. Конечно, все в шоке, а если учесть, что у него более 300 тысяч магических сил, что в 300 раз сильнее, чем у лучших магов страны, все в его семье настолько шокированы, что его отец говорит ему никогда не показывать свой статус, зная, что он намного сильнее всех. Он объясняет, что если Каин покажет себя или сделает неверный шаг, его сочтут угрозой для всего мира и поставят над ним надзор. Вернувшись в свою комнату, Каин начинает осознавать свою ошибку и то, что ему следовало понизить свою статистику еще больше. Но тут он замечает книгу по магии вызова. Ему всегда было интересно вызывать милых зверей и играть с ними, поэтому он решает вызвать что-нибудь снаружи. Он начинает ритуал, ожидая, что вызовет что-то пушистое, но то, что выходит из круга, не является чем-то подобным. Это демон. По какой-то причине в этот момент гуляет его сестра и девочка-кошка.
и демон готовится напасть на них. Каин бросается остановить его, став перед ними. Демон кричит, а девочки тоже кричат. Это заставляет его вспомнить, как он пытался защитить двух других девушек в своей прошлой жизни. Он снова бросается вперед. Я серьезно, этот парень любит спешить и умирать. Он применяет магию пламени, прыгает на чудовище и собирается его ударить, но демон первее ударяет его. Получив удар, он собирает все свое мужество и произносит заклинание, чтобы вернуть демона туда, откуда он пришел, и это спасает положение. Разумеется, он все равно оказывается поверженным, ведь он лежит на земле, и девушки спешат ему на помощь. Если честно, я до сих пор не знаю, откуда взялась девушка-кошка, которая так похожа на Чиколу. Его сестра разрывается на части, а он лежит и думает, что снова умирает за то, что защищал двух девочек и не успел прикоснуться к кошачьим ушкам. Девочки плачут сильнее, когда он начинает закрывать глаза, принимая свою смерть. Пока он просто не встает и понимает, что он не мертв, у него даже нет никаких повреждений на теле. Его сестра плачет еще немного, а затем улыбается, обнимая его. Он понимает, что в прошлой жизни он мог заставить плакать только других девушек. Но в этот раз все будет по-другому. Он будет защищать улыбки всех тех, кто ему дорог. Во время банкета он рассказывает о своем желании исследовать мир и что он хочет стать авантюристом.